Повыносила свою рассаду кое-какую сюда на подоконник на веранде. Это у меня гвоздика, шабо. Тут разная капустка. Это щавель. Тут петунии. Тоже тут сельдерей. Еще тут что-то у меня сидит, я уже не помню. Тут тоже петунии. Петунии. Вот такие дела. Ну что, пошли пройдемся. Вот у нас какая погода опять сегодня. Холод, блин, ветер. Прям вообще кошмар. Нужно парник делать. А в такой ветер просто невозможно. Ну все, вот просто сдувает. Так, где там наша молодежь? А ты что ревешь? На улицу хочешь? О, все, подвалили, перевернули. Замерзли мои малыши. Так, я вас сейчас закрою, ребят. Холодно. Да ты-то не замерзнешь. У тебя там моська вон какая большая. Да подожди, ты мне сейчас телефон съешь. Да, ты моя девочка, ты моя лапуся. Ты моя лапуся такая хорошая, моя девчуша. Почесуши, почесуши. Немножечко разогреется, тогда я вам, если все это утихомирится, я вам дверь открою. Так, все, закрываю я вас, ребят. Закрываю. Вон, ребятишки наелись, спят, потому что очень холодно. Ну, не сказать, конечно, чтобы там прям мороз 40 градусов. Тут у меня, вот видите, импровизированные закрывашки. А ты наелась? Так, загуливает, блин, загуливает. Все, пипец. Будет теперь выносить мозг пару дней. Ну ладно, что теперь делать? Вот так. Вот тут у меня вот под пирожки. Вот видите, решето какое. Вот здесь вот у меня зимой висело попона. Вот так вот все закрывалось. А здесь вот пакет был большой. В общем, вот такая вот у нас погода. Затрепала нас тут просто. Ну, столько еще бурьяна. Но невозможно ничего скрести, потому что все это разлетается. И какие-то пакеты прилетели. И какие-то бумажки. Чего тут только ничего. Кошка. Ну, ты молодец. Вся вот извалялась. И теперь как я тебя домой пущу? Сейчас ты на кровать полезешь. Ой, ну пошли, пошли. Валяется. Хотела лук посадить. Ничего не посадила еще. В общем, это ужас. Вот сейчас телефон держу, у меня руки замерзли. Кошмар какой-то. Все вот поистрепала. Я тут начала немножечко копать. В этом в палисаднике хотел тут все перекопать. Вот тут вот уголочек начала перекапывать. Потому что вот корни здесь просто от этих пней. Вот оно растет здесь. И вот это вот наверняка растет черемуху. Отставить, как она? Сирень. Вот это вот сирень. Тут и от тополей поросли. Ничего здесь только нет. А вот это черноплодная рябина. Не знаю, живая она, не живая. Вася, да что ж это делается? Задолбал кошку. Сейчас по жопельнику, по лохматому кто-то получит. Угу. Вот, мне кажется, что она умерла. Вот эта черноплодка. Вот там два куста хорошие, а здесь нет. Василий, вы плохо себя ведете. Да. Головы куриные съели вчера. Так что извиняйте, бананов нема. Ну, пошли домой, пойдем. Вот, сейчас пойду собаке кашу варить. Так, что здесь у нас? Конь не валялся. Вот так. Из-за этой идиотской погоды ничего невозможно сделать. Не пилить, не убирать. Пойду хоть проверю, как там морозом не побило мои саженцы молодые. Тоже я там повысаживала чуть-чуть. Прошлогодние, то, что мне присылали. А тут вчера снега навалило. И потом непонятно, какая-то дребедень с ней посыпалась. Ну вот, тут переживала за свой молодняк новорожденный. Кур весь навоз пораскопали. Соседские куры мне тут приходят, орудуют. Ну ладно, пускай приходит. Ты со мной пришла, Рыжуля? Молодец. Пойдем посмотрим. Вот чеснок наш. Так. Ну,
Крыжовник живой. Второй крыжовник тоже живой. Малинка. А это слива. Так, о, на сливе почечки пошли. На сливе почечки. Ура, 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 ура. Я так мечтала. Киса, ты моя лопатуся. Огород еще не культивировался. Мне тут, ну, тепло вот было. В начале апреля мне проборонили лошадью. Потому что после вспашки тут все эти колчушки. Ну вот уже пошли расти сорняки. Вот, пожалуйста, это вот семена клена прорастают. Чести вашей. Вот так. Какой у меня тут плацдарм. Вообще красота. Я вот это вот все хотела повыпиливать. Бензопилу купила. Ну какое тут выпиливание по такой погоде? Никаких даже этих намеков на хорошую погоду на ближайшие дни нет. Ну, видите, что тут творится, срач какой. Ну, тут так еще как-то ладно, палки там все это. Но сейчас, если все это не убрать, начнет расти трава, опять все это прорастет, и потом не выдерешь это все из травы. Ой, жуть. Конечно. Хочется все это поубирать. Вон, видите, уже все уже ветки, зелень везде. Пхи растут. Народ мотается туда-сюда. Ну а что делать? Деревня есть деревня. Здесь как-то не изолируйся, а работать все равно нужно. Как говорится, что потопаешь, что и полопаешь. Да, кошка, в деревне, скажи, один день целый год кормит. Ой, какая туча черная лезет. Мамочки мои дорогие. Ну все, сейчас что-то прилетит на нашу голову. Вот. По поводу окота козы. Коза моя немного не доходила. Гуляла она у меня 19 ноября. Должна была где-то 19-18 вот так окатиться. А окатилась 13. Ничего, как говорится, не предвещало. Я управилась в обед, все там как положено. Ну, там своими делами занималась. Ну и к вечеру, думаю, пойду сейчас я пораньше немножечко это управлюсь, там накормлю, напою. Свет выключу и пойду. Захожу, а там уже все случилось. Лежит она себе уже. И послед отошел, и малышня уже облизанная. Вот. Я такая глаза вылупила, говорю, нифига себе. Но она так лежала еще на боку. Еще такой живот был большой. Думаю, наверное, еще не все. Наверное, еще будет третий. И я так это бегала, поглядывала. Ну ничего. Вот. Ну, естественно, там все поубрала быстренько. Сухой соломки постелила, все это там мокрое это все убрала. Вот, сдаила немножко молозива, напоила из миски малышню. И что вы думаете? И вот теперь сначала думала я забирать их от козы. А потом думаю, чего я буду с ними тролливали наводить. Пусть они с ней там сидят. Во-первых, я не беспокоюсь, что мне нужно их там по часам в течение дня поить. Я могу куда-то поехать, куда мне нужно, заняться своими делами. Они там мамку пососут. И я ее даю утром и вечером, сдаиваю. То, что они не допили, не дососали, как говорится. Коза молоко не подтягивает. Ну, сейчас еще какое молоко? Еще молозиво, как говорится. Что сегодня у нас 16-13 вечером, поздно она окатилась. Ну, 14-15, сегодня 3 сутки только. Еще и молока как такового нет. Но молозива много. Вот. То есть они ее днем сосут. Причем мне пришлось их научить сосать, потому что они первый раз из миски попили, и все. И не понимают, что нужно делать с сиськами своей, с этими, с мамкиными. В общем, утром и вечером я ее сдаиваю и допаиваю их. Если там кто-то не допил, не доел. Вот, потому что она такая не особо любит постоять, я так понимаю. Кто там ухватил, тот и сыт. Вот, но они сосут ее в течение дня нормально, то есть они не голодные. Допаиваю их из мисочки, кто там захотел, попил. Остальное оставляю, потом, если что, подогрела, выпоила им остатки. Ну вот, слава богу, нормально. Вот, детишечки, 2 козлика. Один козлик, скорее всего, будет с рожками, как папа, а второй камолый, как мама. Оба похожи на мамашку. Беленькие такие, симпатичненькие, лохматенькие. Козлики хорошие. Вот, так что, если вдруг кто тут поблизости живет, кому нужен козлик на племя, вот, пожалуйста, можете забрать. Козлики хорошенькие.
мамкой. Вот они на Молозеве, прямо все такие лопатуськие. Мамка шикарная у меня коза. Вот она по первому окоту, ну как хозяйка сказала, я ее покупала уже после окота, естественно. Хозяйка сказала, что она дала 3,5 литра, но они ее неправильно доили, в общем, не вовремя, и она сбросила до 1,5. Я ее покупала с 1,5 литрами удоя. За неделю содержания у меня здесь на траве, она у меня раздоилась до 2,5. То есть ничего особенного, никаких комбикормов я ей не давала. Просто немного зерна, вот, и трава, вода, все. И она у меня 2,5 литра давала шикарно. Молоко изумительное. Никакого запаха, никаких привкусов посторонних. Что ты там у нас, да? Ну вот, батарейка садится. В общем, такие вот дела. Если кому-то нужно, забирайте козликов. Козлики хорошие. Резать жалко, потому что, ну если никто не заберет, выращу на мясо.